Всем привет! Решил записать небольшой гайд по пользованию ботом, которого я сделал. Вкратце сразу расскажу, что данный бот делает. По заранее предоставленному списку групп он проходится и публикует вашу запись. Наглядно покажу, что он делает. Соответственно, он логинится в профиль. Далее по предоставленному списку групп переходит в данную группу. Допустим, вот я взял для данного видео две группы, одна и вторая. Переходит в каждую группу, нажимает эту кнопку Contribute to this folder, выбирает тот пост, который вам нужен, который вы выбрали. Главное условие, чтобы он отображался при нажатии на 32, отображался на первой странице. Здесь выбирает, соответственно, пост, который вы сказали, и нажимает Submit, соответственно, отправляет его в эту группу. И так он проделывает по каждой группе, которую вы скажете. Это вкратце, что он делает. Далее, соответственно, как он работает. Для того, чтобы начать работу с ним, я оставлю ссылку в комментарии. Вот его идентификатор, если что. Переходим в него. У вас сразу же здесь будет кнопка старт. Так как я уже писал ему ранее сообщение, поэтому данной кнопки нет. Я могу написать команду старт. Пишем данную команду и получаем сообщение. Привет, туда-сюда. Дарю тебе, как новому пользователю, 300 бесплатных постов для теста бота. Соответственно, у вас будет 300 бесплатных постов. Если вы напишете команду баланс, вы увидите, какой баланс у вас остался на данный момент. Для пополнения баланса необходимо будет написать мне вот по данной ссылке. Соответственно, для публикации поста есть команда Publish. Вот она, либо вот кнопка «Запустить публикацию» при команде Start. Нам сразу же бот говорит, что необходимо оставить ваши данные от профиля для того, чтобы публикацию оставить. Нажимаем Setup, либо вводим команду /setup. И нам бот предлагает ввести логин и пароль с разделителем. У меня есть вот такой аккаунт. Username будет такой. Пароль у нас будет такой. Вводим эти данные. Бот проверит, что данные корректны. Если они будут некорректны, он вам об этом сразу же сообщит. Ждем пару минут. Бот говорит, что данные сохранены. Дальше, для того, чтобы начать публикации, вам необходимо будет для начала создать шаблон. Так как шаблонов нет, есть команда, секунду, New Template она называется, для создания нового шаблона. Вводим название шаблона, допустим, это будет тест номер 1. Шаблон успешно создан, можем ввести My Templates и удостовериться в этом. Вот будет наш шаблон первый, кликаем по нему, и можно будет добавить папки, удалить папки и так далее. Нажимаем добавить папки и берем наши две папки. Ссылки сюда необходимо предоставлять на конкретно папку. Если мы нажмем на Gallery, перейдем в группу, вот допустим перейдем в какую-нибудь группу, выберем Gallery, то это будет галерея. Нам же необходимо сюда предоставлять ссылку конкретно на какую-то конкретную папку. Соответственно, вот Traditional Art, допустим, выбираем. Ссылка нужна вот на такую страницу, где будет кнопка Contribute to this folder. Соответственно, копируем вот данную ссылку. Это будет первая группа, и вторая группа у нас будет вот эта. Сюда также можно прикрепить TXT файл, также с разделением по пробелам. Либо просто руками можно через пробел сюда указать в сообщении. Нажимаем. Говорит, что папка успешно обновлена. После этого можем ввести команду Publish для публикации. Дальше он говорит, что необходимо указать ссылку на пост, который хотите опубликовать. Я вот выбрал такой пост. Копируем его. Здесь сразу же говорю, что необходимо обязательное условие, без этого работать бот не будет. Чтобы при нажатии вот на эту кнопку Contribute to this folder и при выборе 32 постов на одну страницу, у нас пост ваш, который вы хотите публиковать, был вот на первой странице. То есть, если у вас более 32 публикаций, с 33 вы не сможете публиковать. То есть, если нажать вот Next Page, вот эти публикации я уже не могу опубликовать. Да? То есть, я могу публиковать только те публикации, которые вошли последние 32 публикации, так сказать. Так, вот я ссылку скопировал, вставляем ее сюда.
Он говорит, что выберите шаблон для публикации, то есть вы можете создать там 5 шаблонов и публиковать в нужные только вам для данного поста шаблоны, папки. Выбираем шаблон. Бот говорит, что задача успешно запущена и пришлет сообщение с итогами. Соответственно, мы можем сразу пойти на страницу уведомлений и подождать немного, пока начнутся публикации. Все, вот уже бот нам присылает, что успешно опубликовано в одну группу, с одной возникли ошибки. То есть в конце он сразу вам сообщает, что сколько групп он успешно опубликовал, сколько не смог опубликовать. Соответственно, баланс у нас 299 постов, то есть баланс будет списываться только за успешные публикации. Далее он также присылает ссылку на архив, который будет храниться 3 дня, поэтому желательно сразу же его скачать, если он вам нужен. Так, секунду, обновим страницу. Вот, если обновим страницу, увидим, что вот в одну из групп вот он успешно опубликовал. Если скачаем архив, секунду, еще раз скачаем архив. Здесь будет скрин. Во-первых, первый скрин на авторизацию. То есть он после авторизации сделает скриншот, отправит его вам. И также на каждую группу, куда он пытался либо успешно опубликовал, пришлет вам скриншот по каждой группе. Вот в эту группу он успешно публиковал, вот он скриншот. В эту группу он не смог публиковать, соответственно, по скриншоту вы можете понять, какая была ошибка. The target folder is over its size limit. Соответственно, вы данную, допустим, группу вы сможете пойти руками проопубликовать. Все, если есть какие-то вопросы, можете писать в комментарии. Если хотите такого же бота, либо что-либо подобное, также пишите мне, помогу с разработкой. Всем спасибо, всем пока.